лично я считаю, чем больше языков ты знаешь, вот, когда ты изучаешь один язык, ты открываешь как бы новый мир. И далее, конечно же, ты будешь с таким же уважением относиться и к другим культурам, к другим национальностям. Біз тек қана өзіміздің ғана мәдениетіміз, басқаларды үйренеміз, и ол адамда шыдамдылық, сабырлылық, и толерантность, соның барлығын адам өз бойында алады. Когда я пришел в первый класс 153-й школы гимназии, я говорил только по-русски, я не понимал родного языка. Изучение родного языка меня приблизило к истокам. Я соприкоснулся с историей своего народа, с культурой своего народа. Язык позволяет немножко по-другому взглянуть на мир, немножко по-другому посмотреть на человеческие отношения. И это тоже важная черта. То есть то ли ты видишь мир через один язык, да, то ли ты видишь мир через несколько языков, и то у тебя настолько расширяется твой горизонт. А мы даже это не подвергаем это сомнению, что многоязычие – это хорошо, потому что когда сохраняются языки, это сохраняются многие культуры. И сейчас, вот, например, появились работы, которые говорят о том, что если уходит язык, уходит очень много знаний. Бізде Қырғыз Республикасында көп тілді білім беру программалары игіліктүү өздерінің натыйжалуулугун көрсөтүп келе жатат да көп жылдан бери. Эмне үчүн? Анткени биринчиден бир нече тил билип, анан ошо бир нече тилде билим алган балдардын когнитивдик көндүмдөрү изилдөөлөрдүн негизинде окумуштуулар төмөнкү тыяныкка келип атат, алардын когнитивдик көндүмдөрү абдан жогору болот да. Экинчиден алар социалдашууда дагы көп көйгөйлөргө туш келбейт да. Үчүнчүдөн канчалык көп тилди билип, канчалык ошол ар бир элдин маданиятын, тарыхын изилдесең, ошончо баягы толеранттуулукка, лоялдуулукка, абдан жакшы бир маданиятка үйрөнөсүң да. Ошондуктан көп тилдүү билим берүү программалары бул биздин Кыргызстандагы элдердин ынтымагын абдан чыңдайт. Хорошо, молодец, спасибо. Коммуникация, межкультурная коммуникация, межобразовательная коммуникация между этими нациями, культурами для не только сосуществования мирного, а совместного процветания. Это очень важно. И многоязычное образование конкретно – это практический такой инструмент для достижения этих больших целей. Это однозначно, что мы будем ближе друг к другу, мы будем более открыты друг к другу. Естественно, и будет и устойчивое у нас и развитие, и образование, и наука, и культура. Во всех областях оно окажет существенную помощь, знание языков. Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ поддерживает многоязычное образование на основе родного языка в этом обширном регионе посредством Центральноазиатской образовательной программы на протяжении уже более чем 15 лет. Институт ВКНМ работает, как известно, над предотвращением межэтнических конфликтов в регионе ОБСЕ. Это предполагает рассмотрение долгосрочных первопричин межэтнической напряженности. В этом отношении образование – это та область политики, где мы можем оказать положительное влияние на межэтническое согласие в разнообразных обществах. В Центральной Азии, к счастью, мы имеем богатое разнообразие культур, в которых важны многие языки. Каждая девочка и каждый мальчик должны иметь возможность получить образование на родном языке. Это их право. С другой стороны, им также необходимо изучать официальный язык или языки страны, в которой они живут, чтобы женщины и мужчины могли полноценно участвовать в социально-экономической жизни своей страны.
Многоязычное образование является хорошей стратегией для достижения этого баланса. Это также способствует межэтническому согласию внутри стран и между ними. И, безусловно, это положительно влияет на региональную стабильность. 10 минус 9 равно 1. Вообще надо понимать, что оно появилось, вот сама система, это образование, для того, чтобы помочь миноритарным группам, тем людям, которые говорят на языках недоминантных, ни на официальных, ни на национальных языках. И в какой-то момент пришло понимание, что дети, приходя в школу и учась на доминантном языке, чаще всего они его знали не очень хорошо или не знали вообще. И получалось, что они попадали в среду и вынуждены были учиться на языке, которым они не владеют. И вот когда стали предлагать разные варианты, как помочь таким детям, оказалось, что и после этого появилась масса эмпирических исследований, доказывающих, что если ребенок учится на своем первом языке, то есть язык – это его домашней социализации, язык, которым он хорошо владеет, то это значительно помогает ребенку усвоить материал учебный. У нас были проблемы учеников, которые учатся в школе с узбекским языком обучения, и ребята, которые заканчивают 11 классов с узбекским языком обучения, и они сдают ОРТ на государственном языке или на официальном языке. Пока ребенок переводит по себе на другие языки, у него время проходит, и наши ребята получали минимальные баллы. Это вообще нас очень-очень огорчало. И поэтому я вникла в эту программу, и прям я еще боролась, чтобы наша школа попала в эту программу. Многие считали, что, к примеру, в свое время наша школа не может дать того уровня знаний, которые дают государственные школы на русском или на государственном языках, что выпускники нашей школы не могут поступать в престижные университеты. Но тогда вот не знали мы, что есть билингвальное обучение, есть многоязычное обучение. А интуитивно, что учителя взяли на себя обязанности, дополнительные функции, дополнительную нагрузку, готовят детей к ЕНТ на том языке, на котором хотят сдавать, или на русском, или на государственном языке. Ата-энелер менен кеңешип, ачык эшиктер күнүн уюштуруп, балдарды ушундай келгиле биз максаттуу тил катары кыргыз тилин тандап алайлык дагы, биздин балдарыбыз дагы экинчи тил катары ушул мамлекеттик тилди жакшы өздөштүрсүн, тил билүү деңгээли өссүн, башка улуттагы балдары менен достошсун, ынтымактуу болуп, кайсы жерге барса дагы, армияга барабы, ОРТга тапшырабы же жогорку окуу жерге тапшырабы, кыйынчылыксыз ушул кырдаалдан чыгууга үйрөнсүн, тил билсин. Такая модель обучения, она внедрилась при текущем нашем директоре. И я считаю, что наши учителя, они герои, которые смогли, несмотря на то, что у них богатый опыт за спиной, большой опыт преподавания, наверное, в традиционной модели, они смогли подстроиться под этот меняющийся мир, выучить языки также с нами наравне и дать нам материал понятно, чтобы мы понимали это все. Наша программа основывается именно на изучении родного языка ребенка, потому что ребенок основывается прежде всего первые знания, первые шаги в образовании именно на основе родного языка. Здесь надо всегда, я думаю, немножко должен преобладать или приоритетность должен быть родному языку. Если мы родной язык упустим, все же языки развиваются на основе родного языка, поэтому вот 50% не только там у нас узбекский язык и литература изучается, но 50% предметов изучается на родном языке. Этого, вот когда мы составляем учебный план, вот это у нас держится. Все считается, на каком языке, сколько часов.
узбекский основной, русские классы есть у нас и дополнительно кыргызский язык. Ребята, вот не забывая свой родной язык, они спокойно обучают кыргызский язык и русский язык, и с удовольствием они учатся. Bizda 47 класс комплект бар. Шундан 12 классымыз. Biz o'zimiz pilot qilib bularni kontrolda alohida bularga kiritganmiz ikkinchi tillarni. Bizda o'qituvchilarimiz darsliklarimiz ham shu bir darsda ikkita darslikdan ikki tildagi darslikdan foydalanish mumkin. Misol tarix darsligi o'zbekcha va qirg'izcha, fizika darsligi ruscha va o'zbekcha. Bolalar bir vaqtning o'zida ikkita darslikdan foydalanishga imkoniyati bor. Биздин методисттер айтып атат көп тілді билим берүү программаларын. Ал мындай кадимки эле жөн эле карым-катнаш эмес, а тилди ишмердикте колдонгонду. Мисалы, математиканы, физиканы, географияны, тилдерди үйрөнүп жатып, ошондо предметти эле эмес, кошо тилдин дагы көндүмдөрүнө үйрөнөбүз да. Ал жерде ошондой тең салмактуулукту сактаганга аракет кылабыз да. Bir til абдан үстөмдүк кылып кетип, ана башка тилдер аз болуп калса, анда адам бир эле тилге үйрөнүп калат да. Ал эми башында эне тилге көбүрөөк көңүл бөлүп туруп, анан акырын менен башка тилдерди киргизсек ишмердикке, анда ошондо адам 2, 3, 4 тилге ээ болууга шарттар жаралат да. Сразу же должна сказать, что наше государство, оно многонациональное, и здесь обучаются на различных языках. В нашей республике это национальные меньшинства на русском языке, на узбекском языке, на киргизском языке, на туркменском языке и на английском языках. И, конечно, для нас было самое главное, чтобы все независимо от национальности, от вероисповедания, могли обучаться в школах, общеобразовательной школе и получить качественное образование. Мен бірінші сыныпқа келгенде бізде оқу бағдарламасы тек қана өзбек тілінде болды. Барлық пәндерді біз өзбек тілінде өттік. Бірақ екінші, үшінші сыныптан бастап кейбір пәндерді біз орыс тілінде, кейбір пәндерді қазақ тілінде өту бастадық. Сол кезден бастап менің тілге деген қызығушылығым артты. Төртінші сыныптан бастап біз ағылшын тілінде үйрену бастадық. Мне очень понравился вот этот формат обучения, потому что на 3 языках велись вот эти занятия на 3 языках были, уроки на 3 языках. И иногда задумываешься, да, как так вот столько языков ты знаешь, да, и вот одно слово, как оно может меняться в разных языках, и что оно может означать. Многоязычное образование это сложный многогранный процесс. Он требует не только вложений. Эти вложения в конечном итоге они окупаются. Он требует и профессионального, и интеллектуального капитала. Но более всего он требует политической воли и принятие этого подхода к образованию на уровне образовательной политики. Пошла учительница. Найдите подлежащий. Какой вопрос? Что? Этнически я уйгур. Родители мои говорили по-уйгурски, но в силу того, что мое окружение говорило на русском языке, друзьям, соседи, я говорил только на русском языке. В 2004 году я пришел в 1 класс уйгурской школы. Также очень интересно сложилось, что все одноклассники, которые меня окружали, они не говорили по-русски. Это был очень интересный момент для меня. Мне было очень сложно понимать. Но в итоге за 11 лет я очень хорошо выучил свой родной язык. Сабактарыбыз кызыгуу менен өтө баштады. Иштерибиз жемиштүү болуп, азыр башка класстарга караганыбызда пилоттук класстарыбыз бул мамлекеттик тилде, максаттуу тилибиз кыргыз тилинде анчалык жакшы сүйлөп калышты. Натыйжада карасак окуучуларыбыз ОРТдан жакшы упайларга ээ боло башташты.
Алардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларга бюджетке тапшырып калышты. В течение 5 лет мы увидели мониторинг своей школы. Во-первых, было 600 детей, сразу за 5 лет стало уже 1200. Также качество образования было где-то у нас около 45%, сразу качество поднялось до 60%. Поступаем в высшее учебное заведение было 0% до вхождения ЕНТ, именно получения гранта. В течение 5 лет мы увидели, что на грант поступает очень много детей в высшее учебное заведение. Dalillar, statistika bor. Bizning o'quvchilar ana shu ko'p tillik programmasiga kirgandan beri natijalari rayon, oblast, respublika olimpiadalarida qatnashishlar soni, umum respublika testlaridagi olayotgan ballari, bolalarni oliy o'quv yurtlariga kirganlarini agar statistikani oladigan bo'lsak, bu fikr to'g'ri emasligini, bolalar qancha ko'p til bilsa, shunchalik mukammalroq tillar bir-birini to'liqlaydi. Bir-biri bilan tillarni taqqoslab, o'z ona tilini ham, boshqa tillarni ham qancha ko'p til o'rgansa, shuncha mukammalroq o'rganadi deb o'ylayman. Довольно большой срок прошел, что дети, которые знают язык, ну, во-первых, у них появляются другие перспективы профессионального образования и роста. Во-вторых, даже это скорее в-первых, в сообществе возникают другие отношения, что если ты знаешь язык другого человека, соседа, язык государственный, то начинается, в смысле, больше доверия. Когда ребенок обучается в среде, где присутствуют и другие культуры, но при этом не отвергается его собственная культура, то он, постигая и осознавая особенности своей собственной культуры, видит различия с другими культурами. Безусловно, присутствие родного языка в образовании – это и фактор их формирования, их этнокультурной идентичности, укрепление связей с семьей, а не наоборот ослабление этих связей. И это фактор укрепления его доверия и мотивации для изучения других языков. На этой базе легко или легче строить и формировать его гражданскую идентичность и осознание того, что он равноправен в своей стране, и он несет одинаковую ответственность за то, что случается, развивается как страна. Это способствует и формированию толерантного отношения и к другим языкам, культурам, ну и в первую очередь государственному языку и культуре. И говорит серое слово. Миссия школы, как вы говорите, это успешно интегрировать выпускника в общество. Да? Одна из миссий школы, помимо того, что давать знания. Я думаю, что школы, не могу, конечно, говорить за все школы, но за свою школу могу сказать, что это получается очень успешно в нашей школе. Я думаю, что зная многих выпускников нашей школы, которые заканчивали до меня и после меня, они работают в различных секторах экономики, активно участвуют в экономической и политической жизни нашей страны. Көп тілді білу қоғамда аралашып кетуге өте чоң жардам береді. Адамдың ой пікірін алмаштырады. Көп тілді білу бұл дүниенің тануға жардам береді. Дүниені башқача көзменен қарауға үйретеді. Чем больше языков вы изучаете, тем меньше у вас барьеров, так сказать. И как для моей профессии, для доктора, он должен знать язык пациента, поэтому я стараюсь побольше языков изучать. Знание нескольких языков, безусловно, открывает многие двери, но вот ты начинаешь, например, если человек знает только, вот если мы возьмем наш Сайрам, если человек знаешь ты только узбекский язык, ты можешь найти работу и обустроиться только вот здесь, вот в Сайраме, и все.
даже если мы возьмем вот Шымкент наш, там тоже тебе обязательно нужно знать русский или казахский или английский, чтобы найти хорошую работу. Я считаю, что эти знания языков, оно помогает мне. То есть, когда ты изучаешь языки, ты не просто изучаешь их, ты также изучаешь культуру этих народов, ты изучаешь быт народов и пытаешься принять самое лучшее из культур этих народов. Тем самым сохраняя, конечно же, свою этническую принадлежность, сохраняя свою культуру, но в то же самое время принимая самое лучшее от этих народов. И я считаю, что все, что я изучил, и все, что я узнал в процессе обучения этим языкам, я думаю, что они мне в будущем помогут как личность. Мы знаем, что мир меняется, и сегодня, скорее всего, люди успешны те, которые могут взаимодействовать с другими людьми, люди, которые могут ясно излагать свои мысли на разных языках. И, то есть в английском языке есть такое понятие, как soft skills. То есть люди, у которых очень сильные soft skills, то есть люди, которые могут коммуницировать, кто открыт для общения. Я думаю, те люди будут успешны в ближайшем будущем, потому что эти skills очень важны. Meni bilishim bo'yicha bu ko'p tilli programmasi faqatgina sanoqli maktablarda kirgizilgan. Shu O'shda jamoati deganingizga butun O'shda qancha maktab bo'lsa, hamma maktabning ichiga shu programmani kirgizilishini xohlardim. Sababi bundan keyin kelishib chiqayotgan kelajak yoshlari hammasi shu programmani tushunib, ko'p tillikni o'rganib, o'zini ona tilidan tashqari yana 2-3 ta qo'shimcha tillarni bilishi, bu nafaqat O'sh jamoatini, butun Qirg'izistonda jamoatini oldiga jildiradi degan o'ydaman. По сути, это один из наших крупнейших проектов по продолжительности и масштабам деятельности, направленный на то, чтобы предоставить государственным участникам конкретные примеры применения наших рекомендаций на практике. Наши партнеры в регионе сообщают, что, несмотря на безусловные положительные результаты, достигнутые в сфере многоязычного образования, существует еще ряд вызовов. И в этой связи мы будем продолжать поддерживать и расширять многоязычное образование в Центральной Азии. А в целях укрепления регионального сотрудничества мы расширяем программу на все страны Центральной Азии и Монголию. Мы надеемся, что это будет способствовать более широкому обмену опытом и знаниями в секторе образования в регионе. В долгосрочной же перспективе мы планируем передать управление нашими проектами местным партнерам.